Не все персонажи литературы могут похвастаться реальными прототипами. Читая о приключениях добряка-гиганта Гаргантюа, истребителя чудовищ Беовульфа или хозяина чудесной лампы Аладдина, мы не задумываемся о том, кого имел в виду автор. Рассказывая о данном герое, похож ли он на свое описание и как воспринимали его эксцентричный нрав близкие. Уверен, что также мы относимся и к персонажу, известной всем сказки Андерсена «Новое платье короля». Выведенный в ней герой представляется нам личностью совершенно нереальной, выдуманной писателем для того, чтобы показать некие пороки в гротескной форме. А это, между прочим, не так. У Голога короля из сказки есть абсолютно реальный прототип, и сам Андерсен успел побывать его верноподданным. Когда датский король Кристиан VII покинул этот мир, Андерсену было 3 годика. Сам Андерсен, конечно, не видел, как его величество в самый неподходящий момент высовывался из окна своего дворца без признаков какой-либо одежды. Но слишком многие датчане это наблюдали, и поэтому воспринимали сказку Андерсена не только как поучительное моралите, но и как актуальную публицистику, говорящую о фигуре публичной и общеизвестной. Душевную болезнь короля диагностировали с ранних лет и не очень удивились. Такого можно было ожидать от сына-алкоголика Фредерика V, который даже на престоле не просыхал и умер во время запоя. Если добавить то, что воспитатель юного принца, граф Ревентлов, избивал своего воспитанника по любому мельчайшему поводу и Бизонова, просто ради своего удовольствия, понятно, что ничего хорошего ждать от короля не приходилось. Он не всегда был агрессивен, обладал достаточно острым умом, вел переписку с Вольтером, который даже оду ему посвятил. Ну, у Вольтера работа такая. Однако, когда срывался с гвоздя, был не способен не только государством руководить, но и делать вещи попроще, скажем, просто избегать скандалов. Транквилизаторы придумают через 2 века. Современные ему санитары лечат подобные состояния исключительно фиксацией пациента с помощью веревки с последующим массажем больного кулаками по всей поверхности тела до полного исчезновения симптомов. С королем так было можно не всегда и приходилось терпеть. Он тебя укусит, а ты улыбайся. Правда, в его состоянии бывали и просветы, во время которых он вполне мог расписаться на бумагах, где велят: «Вот здесь, Ваше Величество, и здесь». Врач, который мог добиться от короля этих простых действий, уже удовлетворительно справлялся со своими обязанностями. Правда, правитель обязан не только расписываться, ему следует позаботиться о появлении наследника престола. Кстати, сам король это занятие просто обожает, но не с законной супругой, британской принцессой Каролиной Матильдой, особой не глупой и отнюдь не безобразной, а исключительно с непотребными девками, вроде Анны Катрины Бентаген, она же Катрина Сапожок, с которой он и шлялся по пивнушкам и борделям, не особо соблюдая инкогнито. Только через Государственный совет удалось эту милую барышню выслать в соседний Гольштейн, еще и назначив приличную пенсию. Но разве таких красоток мало? Так что еще одной обязанностью придворного врача было добиваться того, чтобы король хоть время от времени навещал свое супружеское ложе, а остальное уж как получится. Кристиан VII нашел себе врача во время путешествия в соседний город Альтону, где эту должность занимал молодой, образованный, деятельный и красноречивый Иоганн Фридрих Струэнзе, уже прославившийся тем, что успешно ввел в родной Альтоне такую медицинскую новинку тех лет, как оспа-прививание. Его рекомендует влиятельный датский придворный граф Рандцау. Королю врач тоже нравится. И вот он уже королевский лейб-медик. Вроде большие трудности ему не угрожают, диагноз ясен, ожидания невелики, если король будет время от времени подписывать бумаги, да еще и обзаведется наследником, все будут просто счастливы и не потребуют ничего иного. Насчет наследника все оказалось проще. Его предшественник время от времени напоминал королю, чей он муж, и сын у Каролины Матильды родился еще до назначения Струэнзе. Так что его должность могла оказаться безмятежной синекурой, но не тот был человек. Умный, воспитанный и сообразительный лейб-медик быстро становится любимцем короля. Как только у короля возникает мало-мальски сложный вопрос, он немедленно с ним советуется и практически всегда действует так, как медик подскажет.
Так зачем отвлекать короля вопросами? Спросите лейб-медика и сделайте, как он скажет. Чтобы все упростить, король назначает Струэнзе главой тайного королевского кабинета и разрешает ему издавать указы, скрепляя их кабинетской печатью. Почему же нет? Он все делает правильно, и король заранее согласен. Фактическая власть в Дании почти незаметно переходит к Струэнзе. Ничего не имеет против и королева. Красивый и умный мужчина в расцвете сил явно привлекает ее больше, чем ненормальный супруг, которого лейб-медик время от времени из государственных соображений загоняет в ее постель. Раз он все делает лучше короля, может быть, и с его супружескими обязанностями он лучше справится, оказалось, что намного лучше. И королеве, и Струэнзе, и, что интересно королю, совсем неплохо. Так что, все довольны? Полный запрет цензуры, свобода слова, суд, равный для всех, свобода совести для всех религий, полные права незаконно рожденных. Средневековые цеха с их монополией распустить, пытки и телесные наказания под строжайший запрет. Нерентабельные отрасли промышленности не субсидировать, пусть занимаются тем, чем смогут себя прокормить. Больницы для бедных за государственный счет, медицинский контроль над секс-индустрией. Другие страны за это столетиями боролись и сейчас борются, а Струэнзе подписал указ, поставил печать, и все. Что же из этого вышло? А мало что хорошего. Реформа. Не игрушка, которую дал детишкам. И пусть себе веселятся. Если игрушка им по возрасту не подходит, они ведь ее поломают, а то и проглотят. Реформа как дерево. Ее надо растить, удобрять, окапывать и поливать, пока сама не вырастет, а если начать тянуть, чтобы росла быстрее, вырвите ее с корнем, и конец ей. Струэнзе уволил множество ненужных чиновников. Уже куча врагов. Так он их еще и пенсии лишил. А они честно за нее трудились. Кто не поймет их обиду? Когда бюджет начинал не выдерживать быстрого реформирования, Струэнзе хладнокровно оставлял без жалования военных, а это уже смертельно опасно. Если оставить голодным человека с ружьем, он с помощью этого ружья сам себя накормит, и остальным это не понравится. К тому же поведение Струэнзе не было безупречным. Он назначил министром финансов родного брата. Других призывал экономить, а сам жил на широкую ногу, сделал себя графом. Формально указ издал король, но вы же понимаете. И что хуже всего, презирал Данию, называл датчан тупицами, язык не учил и не собирался. Все свои указы издавал на немецком, а если кто-то обращался к властям на датском, его жалобы просто выбрасывали. А ведь с народом можно делать очень многое, но хватать его за язык опасно. Откусит пальцы, глазом не успеешь моргнуть. Кстати, сам король говорил по-датски, а его отец и дед — нет. Король продолжал доверять Струэнзе, королева — любить его, но число его врагов росло как снежный ком. Реформатора возненавидела мачеха короля, вдовствующая королева Юлиана Мария. Особенно после того, как королева родила дочку, крайне похожую на него. Брат короля Фредерик, его воспитатель Оде Гульберг, гигант закулисных интриг ростом целых 146 сантиметров, полковники Кёллер и Айхштетт, ненавидящие Струэнзе за его политику, не считающуюся с военными, даже порекомендовавший Струэнзе королю граф Ранцау, все сошлись в желании вылечить короля от его лейб-медика. Лучше всего хирургическим путем. Заговорщики немало рискуют, но осмеливаются ворваться ночью к королю и объясняют ему, что любимый министр сейчас спит рядом с королевой на его месте. А народ узнал об этом, возмутился до глубины души, и сейчас толпы вооруженных, чем попало людей, натворят такое, что, Боже упаси. Спасение только в одном — извольте расписаться, Ваше Величество, пожалуйста, здесь и здесь. Скорее, сейчас будет поздно. Несчастного душевнобольного, оказывается, не очень трудно запутать и запугать. Расписываться, где велят, его хорошо научили. Все, дело сделано, король подписал. Больше он и не нужен. Струэнзе заковывают в кандалы. Даже когда он бреется, 2 солдата держат его за руки, чтобы он не зарезался. Королеву сажают в холодную комнату замка Кронбург с единственным зарешеченным окном. Следствие поначалу размахивает показаниями нескольких фрейлин королевы. Мол, мы что-то подозревали, рассыпали по коридорам муку и обнаружили на ней следы мужчины.
ведущие из комнаты Струэнзе в апартаменты королевы. Да? Очень интересно. Но что это у Струэнзе на пятках растет? Почем видно, что это именно его следы? И почему все до единой фрейлины, подписавшие эту кляузу, изгнаны королевой и самим Струэнзе за серьезные проступки? Находят и более кошмарное преступление, которое Струэнзе сотворил совместно со своим коллегой Эвальдом Брантом. Король, видите ли, предложил ему в шутку побороться. Поди ему откажи. И полез Бранту пальцами в рот, чтобы схватить за язык, а тот короля и укусил. Королевского покусателя, он же покуситель, уже можно и казнить, а с ним и Струэнзе за недонесение. Но это все же не то. Однако вскоре появляется и то, что нужно. Через 35 дней после ареста Струэнзе признался в том, что состоял в интимных отношениях с королевой. Как этого добились? Ведь понятно, что после такого признания ему уже никак не спастись. Может быть, его обманули, сказав, что не хотят скандала и будут вынуждены положить дело под сукно. Или соврали, что королева уже призналась. А может быть, просто применили пытки, строжайше запрещенные датскими законами. С этой бумагой сразу побежали к королеве. Это неправда? Тогда мы казним его за клевету. А если правда, мы предпочтем не раздувать скандала. Обманули, конечно, но она все подписала. Теперь для них все кончено. 28 апреля 1772 года Струэнзе и Бранта зверски казнят на площади. Сначала отрубают руку, потом голову, а потом уже колесуют мертвые тела. Какая им от этого польза и удовольствие, не пойму. Поговаривали, что в Англии далеко не одной королеве голову отрубили, но во дворец наведался посол британского монарха, брата королевы, и подумал вслух о том, как английская армия и флот превратят Копенгаген в груду развалин, и как лично ему это будет неприятно. Поэтому королева просто возвращается в Англию вместе с приданным, а через 3 года умирает от скарлатины, клянясь перед смертью, что ни в чем не виновна. А что она еще могла сказать? Реформы закончились, пытки вновь разрешили, государственный долг вырос вдвое. Торопливые реформы хуже отсутствия реформ. Всю эту страшную цену Струэнзе и Каролина Матильда заплатили меньше, чем за 2 года настоящего счастья, сильного чувства, великой любви. Он отдал за эту любовь карьеру и жизнь. Она — честь и титул, но им было за что так платить. Было что прекрасного вспомнить даже в свои последние минуты. Об этой любви написали оперу, несколько романов, сняли довольно много кинофильмов. И недаром, ведь все здесь необыкновенно и странно, и сила чувств, и трагизм исхода, и понимание того, что по-настоящему благие изменения совершаются не так. А как именно? Вопрос сложный.